Господи, ногти все сломаешь. Ну ладно, дареному коню в зубы не смотрят. А тут, по-моему, нет ничего, что вкусно пахнет. Новогоднее настроение. Да лампа, блин. Сегодня я буду распаковывать свой первый в жизни адвент-календарь. Я сама до сих пор в это не верю, прям чувствую себя популярным блогером. И это очень бюджетный календарь от некого бренда Sense. И в этом адвенте целых 24 продукта. И стоил этот адвент всего 19 евро, то есть меньше 2000 рублей. Это где-то около 100 рублей за продукт, учитывая то, что там есть, между прочим, палетка. Палетка теней в адвент-календаре. Вы что-то подобное где-нибудь видели? Я пока что вроде как нет. Звучит неплохо. И сегодня я не просто раскрою этот календарь и сделаю на него обзор. Естественно, я сделаю еще и макияж всем тем, что там будет. Надеюсь, что там будет что-нибудь нормальное. Всем привет, с вами Лена Ягермис, и на моем канале много интересных и полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики. Сегодня на моем обзоре рождественский адвент-календарь от бренда Sense. Что же мы знаем про этот бренд? А ничего мы не знаем. Честно, само название очень похоже на логотип Essence. Естественно, я погуглила, и реально есть такой бренд Sense, но в основном они делают какую-то уходовую косметику, какие-то масочки. А здесь целый адвент-декоративки, который я даже в интернете не нашла нигде в продаже, но тут ее целый адвент-календарь. Насколько я помню, там прям такой очень хороший состав, но мой мужик заклеил мне картинку скотчем. Адвент выглядит очень симпатично в таком розово-золотом дизайне. Вы только посмотрите на эту праздничную красивую коробочку. 24 блестящих сюрприза для макияжа. Надо брать. В общем, это голландский бренд, это веганская формула, но единственное, что неудобно, то, что я вот держу вам, показываю адвент, и он, сука, вываливается. В общем, этот адвент выглядит максимально загадочным, потому что декоративную косметику от этого бренда нигде не купить, ну, походу, кроме как в адвенте. Честно говоря, когда мне пришла эта коробка, я очень сильно разочаровалась, потому что я думала, что она будет как-то больше. Вот просто сравните по сравнению с моей башкой, насколько она маленькая. А у меня, кстати, башка маленькая. И еще я очень сильно разочаровалась, потому что я думала, что он будет как-то красиво раскрываться, но по сути он сделан просто как какая-то тумбочка, в которой есть вот такие вот ящики, и уже в этих коробочках есть окошечки. И окошечки прям очень маленькие, то есть это даже не travel size, а тупо какие-то пробники. Не, ну я-то думала, что мне за 2000 сюда 24 полноразмерки напихают. Сама наивность. И сама по себе коробка прям очень маленькая, очень легкая, невесомая. А там вообще что-нибудь, кто-нибудь есть? Кто-нибудь отсюда выйдет сегодня? Ну ладно, мне уже не терпится распаковать этот календарь, потому что он лежит и мозолит мне глаза еще с октября. Но перед тем, как начать, поддержи мой канал лайком, подпиской и комментарием, чтобы помочь продвинуть это видео на просторах ютуба. Ну что ж, давайте вытащим первый ящик, я сказала, из нашей тумбочки, вернее из адвент-календаря. И вот здесь у нас уже циферка 1. Я даже не представляю, что это может быть, потому что единичка очень маленькая. Либо это какая-то вот такая вот кисточка для бровей, либо малюсенький карандаш для глаз, может быть это какой-то пробник помады. Даже не знаю, давайте откроем. Так, как открывать? Очень тяжело открывается, очень толстый картон. Господи, ногти все сломаешь. Вот знаете, такое чувство, когда ты смотришь, как другие много лет что-то делают, а теперь ты делаешь это сам. Лена и адвент-календари. Сразу видно, кто тут неопытный пользователь. Так, ага, у меня тут пинцет в помощь. Боже мой, какая прелесть! Маскара! Это вот такая вот маленькая игрушечная тушь. Вот этот прикол, вот это даже прям как миниатюрка, очень весело и забавно. А для тех, кто любит ездить в отпуск, это просто находка. Вообще, кстати, зацените, насколько все качественно сделано. Сзади все написано, нарисовано. В этой туше 3 мл. Давайте сразу проверим, какая у нее щеточка и воняет она или нет. Не, ну за такую цену я прям уверена, что она воняет. Просто сейчас делаем свои ставки. Ну, запах есть, но не сказать, что он прям какой-то сильно жесткий. И вот такая вот маленькая щеточка, кстати, почему бы нет, я сегодня как раз такой же щеточкой наносила тушь на глаза. Не, ну пока что впечатления у меня максимально угарные и праздничные, потому что я не ожидала, что там будет такая малышка. Ну это просто прелесть, это мини-косметика. Давайте теперь перейдем к циферке 2, оно как раз тут же. О, вот это я сейчас... Нет, не открою нормально. Я честно пыталась. И тут уже что-то побольше. Вау, это румяна в стике. Ну, количество продукта вполне себе норм. По цвету, ну, цвет есть, растушевывается нормально. Не очень приятный запах какого-то пластика, но в принципе интересненько. Посмотрите, какая симпатичная малышка. Так, теперь давайте искать циферку 3. Она, наверное, в других каких-то полочках, в других коробочках. Вот здесь по-любому будет помада, я прям уверена.
Ура! С третьего раза я ровно отодрала эту штуку. И там у нас лип-глосс, кстати, выглядит прям хайпово. И осталось его вытащить. Блин, безумно красивый блеск, просто офигеть, какой крутой. Посмотрите просто на этого красавца, он розоватый, с блестками золотыми. И я, в принципе, понимаю, что, скорее всего, тут все будет вот в таких миниатюрках. Но, в принципе, как человеку, у которого достаточно много косметики, мне вот эти какие-то громоздкие объемы не особо нужны, потому что я люблю пробовать новое. В блеске есть стандартный аппликатор. Да, блеск снова пахнет не очень. Пахнет вот когда из Алиэкспресс приходит посылка, ты ее открываешь, и там такая вонь химозная. Вот так оно пахнет. Вот за запах дизлайк. Так, номер 4. Это тоже что-то маленькое, типа как была тушь. И там жемчужная заколка. Нифига себе, прикольно. Вот такая симпатичная заколочка с жемчугами. И я, честно говоря, прям вот сегодня думала, что было бы прикольно там какие-то жемчужинки увидеть. Потому что в этом новом году у меня прям ассоциация с каким-то жемчугом. И вот, пожалуйста, красивая жемчужная заколка. Знаю, что такие были в тренде не так давно. Может быть, они и до сих пор в тренде. Не, ну класс. Так, циферка 5 у нас вот здесь. И, скорее всего, там что-то квадратное. Наверное, там что-то для лица сухое. Ух ты, это хайлайтер. Посмотрите, какой маленький малыш, симпатичный. Блин, вообще кайф. Осталось понять, как этот хайлайтер открывается, потому что это просто крышка, то есть она отдельно идет, и сам хайлайтер вот он. Я не знаю, мне что-то прям очень хочется выпить пиво. Ну и же за пивом. Не, ну пока по ощущениям хайлайтер такой еле заметный, вот он у меня где-то здесь на руке. Но в принципе для нюдового макияжа, мне кажется, нормальный хайлайтер. Я очень много лет смотрела всякие распаковки адвент-календарей у разных бьюти-блогеров, и я всегда охеревала, почему в календарях такой хлам. А вот здесь я прям очень удивлена, потому что пока что меня радует все. Следующая циферка 6, тут тоже что-то такое маленькое квадратное. Ага, это... Ой. Ну, короче, кисть выглядит вот так вот, и, как по мне, кисть не очень. В общем, попробую эту кисть в процессе макияжа, но пока что она прям портит мое впечатление об этом календаре. Так, где у нас циферка 7? Вот цифра 7, и мне кажется, там какой-нибудь карандаш для глаз. О, как я угадала, черный карандаш для глаз. Не понимаю, это каял или не каял, но ладно, проверим. По пигментации, в принципе, кстати, окей, и карандаш очень мягкий. Пока что мне кажется, что этим карандашом реально сделать какой-то макияж, потому что на руке он себя ведет потрясающе. Кстати, расскажите, есть ли у вас новогоднее настроение? Вот эти все гирлянды, адвенты, новогодняя елка с помойки. Короче, спасибо, несмотря на все проблемы, новогоднее настроение... Да лампа, блядь. В общем, несмотря на все проблемы, новогоднее настроение у меня появилось. Вот здесь цифра 8, и она прям очень большая, и почему-то у меня впечатление, что там должна быть палетка долгожданная. Я прям реально, я так жду этой палетки. Я думаю, все мы ждем этой палетки. Нет, там не палетка, там что-то круглое, и причем полноразмерка. А вот отстой, это не полноразмерка, это всего лишь зеркало. А я-то думала, там сейчас будет какая-нибудь классная пудра прозрачная или какой-нибудь контуринг. Просто я считаю, что это облом года. Так, теперь надо найти номер 9. 19... 10. Так, у меня нету номера 9, а где он? Ага, лип-балм. Это бальзам для губ. И я считаю, что зимой бальзам для губ никогда не будет лишним. Но он снова пахнет отвратительно. Какой-то, блин, я не знаю, жжёной покрышкой, что ли. Но, кстати, сам по себе бальзам очень красивый. Там есть такие золотистые рождественские блестки. В принципе, очень миленько, очень симпатично. Главное, не нюхать. Так, номер 10. Ага, мне кажется, тут тоже что-то для лица. Да, действительно, я была права, потому что здесь у нас бронзер. Очередное видео, в котором я говорю, что я не люблю бронзеры, и мне снова попадается бронзер. Ну ладно, дареному коню в зубы не смотрят, но пока по ощущениям не самый зашкварный оттенок, и как-то можно будет его использовать. 11. Кстати, какое у вас любимое число? И здесь 11-е окошко, это просто что-то совсем маленькое. Все, календари падают.
Блин, я так и думала, что там точилка. Кстати, точилка это класс. Мне как раз нужна была точилка. У меня причем для макияжа дофига точилок, а для обычных карандашей точилок нет вообще. Да, класс, она точит обычные карандаши, зашибись, я рада. Нет, серьезно, у меня нету точилки для карандашей, у меня все карандаши выглядят как полная задница. И я вот буквально реально на днях думала сходить в магаз и купить себе гребаную точилку, потому что у меня ее нет. Так что теперь у меня наконец-то есть точилка, и я ей очень сильно радуюсь. Слышь, точилка, сейчас будет клевое зрелище. Так, 12-й. Почему-то не хочет он открываться вообще никак. И здесь у нас вот такая вот малюсенькая помадка. Кстати, у помады прям очень красивый нюдовый оттенок. Обычно то, что я видела в адвентах, там была какая-то фигня, а здесь прям реально очень неплохой цвет. Я как раз для сегодняшнего макияжа, перед тем, как снимать, искала что-то подобное, но не нашла, и у меня губы намного темнее получились, чем я хотела. Номер 13, наверное, одна из моих любимых цифр. Ого! Здесь такой странный барби-розовый карандаш, наверное, для губ. Да, это карандаш для губ. Кстати, цвет очень даже хороший, и цвет карандаша подходит идеально под помаду. То есть тут реально все очень продумано. Серьезно, я прям была уверена, что это какая-то такая барби-розовая фигня, которую обычно как раз кладут в адвенты, типа что-то, что ненужное, что-то, что не продается. Но тут реально офигенный оттенок у карандаша. Тем не менее, тут уже набрался вообще нормальный такой набор для макияжа, потому что меня, например, когда я смотрю, тошнит от всех этих адвентов, где просто одно и то же попадается. Типа, когда там несколько разных лаков для ногтей, когда там несколько разных блесков для губ, которые вроде как одинаковые, но вроде чем-то чуть-чуть отличаются. Здесь же такого нет, и плюс я достаточно сильно удивлена, что тут нету всякой какой-то мелочевки, по крайней мере, пока что нету. Потому что, опять же, вот сколько я видосов смотрела, они всякую мелкую фигню запихивают туда только так. Всякие там наклейки, резинки для волос, всякую тупорылую дешмань, лишь бы уже хоть чем-то забить эти окошки, чтобы потом забить себе карманы деньгами. Хотя здесь я бы хотела видеть какие-то стразики, потому что вот к заколке было бы прикольно реально какие-нибудь стразы на лицо наклеить. Или я не знаю, может у меня просто сегодня такое настроение жемчужное, что-нибудь там на себя налепить. А у нас тем временем я опять забыла какой номер. Скорее всего, это номер 14, и тут уже что-то такой нестандартной формы. Чего? В смысле? Это что, такая маленькая палеточка теней? Я думала, хотя бы 4 будет оттенка, а тут просто какая-то... Ага, нифига себе, это палетка для бровей. Серьезно? В адвент-календаре за 2000, помимо палетки теней, которая здесь еще по-любому будет, здесь еще есть мини-палетка для бровей. Вы серьезно? И вы просто посмотрите на эти фантастические оттенки, которые реально очень подходят, которые вот прям хорошие цвета, без какой-то там рыжины. Просто что это? Вы зацените эту офигенную пигментацию. Мне кажется, ими не только брови рисовать, их и на глаза спокойно можно наносить. Мне реально кажется, что вот эта штука это просто лучший адвент за свою цену. А у нас тем временем номер 15. Там тоже снова что-то маленькое. И там у нас кисть для бровей. Просто вот эта прекрасная форма, вот этот прекрасный размер, вот эта вот жесткость, как у обувной щетки. Блин, это что такое? Они просто не могли ее, что ли, ровно отрезать? Ого, такого у нас еще не было. И здесь у нас вот такие вот кремовые блестящие тени. Текстура очень интересная, но мне кажется, в плане подложки это просто супер. Все еще пахнут не очень, но тем не менее продукт просто во. И тушуется просто шикарно. Здесь, наверное, номер 17. И здесь, кстати, что-то большое, я думаю, вы сейчас увидите первыми. Отстой начался. Я-то думала, там пудра или что-то круглое. Это еще и одна резинка для волос. Она состоит из 3 с вот такими жемчужинками. В принципе, меня радует, что они по стилю подходят под заколку. То есть реально можно собрать какой-то образ. Номер 18, короче. И, кстати, у нас еще не было подводки. Я не знаю, будет ли она тут, но хочется в это верить. Блин, все, это мусор, это пилочка для ногтей золотая. Вот такая вот черная пилочка для ногтей с золотыми блестками, блестки от нее сыпятся. И что-то все так классно начиналось, и тут я вижу, что как-то хлама все больше и больше становится. Если под номером 19 будет какая-то ненужная фигня, то мне будет очень грустно. А под номером 19 у нас еще одна миниатюрка помады.
Как же вообще может быть новогодний адвент-календарь без красной губной помады? Какая-то она такая красно-малиновая, я не думаю, что это многим подойдет. Лучше бы сделали какую-то прям классическую красную. Но вот это мне пока не особо зашло. И тут еще один карандаш для губ, который уже по цвету подходит под эту помаду. Вот опять же, это офигенно продумано. И есть два совершенно разных оттенка. Есть яркий, есть нюдовый, то есть у тебя есть какой-то выбор. Так, тем временем остается уже очень мало окошек. О, номер 21, кстати, это что-то большое. Офигеть, это жемчужинки. Так, они уже начинают отваливаться, правда, они тут так жестко приклеены. Так, ну несколько жемчужинок у меня тут уже по всему полу. Мать вашу, это жемчужинки, серьезно. Я не знаю, то ли у меня какая-то новогодняя чуйка, но вот реально я не помню, что там было. Я вот честно мельком смотрела, что там будет в этом адвенте. Мне кажется, мне пора идти на битву экстрасенсов. Я прям вот реально все видео прочувствовала, что там будут жемчуга. Из жемчужинки я угадала, хочу теперь подводку. Так, номер 22. Ладно, сначала я хотела сказать что-то на инфо-цыганском, что нужно не просто иметь какое-то желание, а оно должно быть продумано от и до полностью. Потому что тут я вижу подводку, но она походу серебряная, с глиттером, а я хотела черную, а она с глиттером. Но прикол в том, что это даже не подводка, а это гель для бровей с блестками. Чего? Вот так вот потрясающе выглядит это великолепие. И, собственно, воняет, но ничего удивительного. Тут, по-моему, нет ничего, что вкусно пахнет. Сегодня вот жемчуга в планах были, а вот, не знаю, блестящих бровей как-то не ожидалось. Остались две последние цифры, что-то такое длинное, наверное, это либо карандаш, либо кисть. И 24-е, я прям уверена, что это палетка, ну потому что, ну когда уже? Моя любимая, бесполезная, синтетическая, плоская кисть, которых уже, мне кажется, у всех просто дохренище. Ну и давайте уже перейдем к цифре 24, и, кстати, коробочка вот эта самая тяжелая, потому что там палетка. То есть я считаю, что в любом адвент-календаре 24 номер должен быть таким самым разъебным. Называется эта палетка Royal Romance. Офигеть, тут написано, что в этой палетке 9 цветов. Вы серьезно? Календарь за 19 евро, и там в палетке 9 цветов. Охренеть. Вы увидите это первыми. Как вам? Напишите в комментариях. Я как бы рассчитывала на какие-то 4 нюдовых оттенка, а тут 9, есть всякие розовые, фиолетовые блестки и, короче, просто палетка-пушка. По сводчам не скажу, что это прям палетка лучшая, но она очень даже достойная. У палетки, кстати, очень большое удобное зеркальце. Я не часто пользуюсь зеркалами в палетках, но почему бы и нет. В этой палетке 9 грамм теней, и, кстати, очень хочу вам напомнить мой прошлый обзор косметики Catrice, потому что вот в этой палетке от Catrice 10 грамм, и она стоит косарь. А здесь меньше на 1 грамм, и эта фигня стоит рублей 100. Но пока что у меня есть небольшие вопросы к наполнению, потому что смотрю я на сводчи, и пока что никакой макияж прям в голову мне не приходит. Все эти продукты я постараюсь затестить в сегодняшнем макияже. А вы пока расскажите, что вам вообще важно в адвенте. Во-первых, для меня всегда важна выгода. А во-вторых, мне всегда хочется видеть те продукты и аксессуары, которыми можно создать полный образ. И как раз таки сегодня, можно сказать, это просто идеальное для меня наполнение. Потому что вся косметика, что все аксессуары, они очень хорошо сочетаются между собой. И ими реально можно создать полный законченный образ. В общем, за наполнение этого адвента я, пожалуй, поставлю целых 10 из 10, ну потому что мне вот реально здесь не к чему придраться. Ну что ж, я со своим рождественским прыщом готова начать делать макияж. И, как видите, я уже надела свои жемчужные сережки и начала добавлять жемчужные аксессуары. Резинка для волос уже здесь есть, и давайте на эту сторону я бахну вот эту вот замечательную заколку. Я уже нанесла на лицо тон и консилер, поэтому теперь возьму бальзам для губ, хочу свои губы увлажнить. Бальзам очень даже неплохой, и в нем есть совсем небольшое количество золотых блесток. Выглядит очень даже симпатично. И я прям чувствую, как мои губы уже очень хорошо увлажнены. Теперь я нанесу на лицо бронзер. Конечно, вот с открыванием есть небольшие проблемки, потому что это достаточно сложно. Попробуем сделать небольшую коррекцию лица. Ну, кстати, бронзер вполне вменяемый, он не прям какой-то рыжий. И даже легкий контуринг им возможно сделать. Ну, в общем, да, бронзер хорош, у меня к нему нет никаких претензий. И пока что за такую цену продукты реально очень даже неплохие. Теперь я нанесу румяна в стике, правда, наверное, лучше было бы сделать это перед бронзером. Ой, они такие яркие. Да, что-то прям слишком ярко, немного ложится пятнами.
Можно еще немного нанести на нос и на подбородок. Прям у меня получается такой трендовый макияж Slavic Girl. Фу, Слайк, ну чё это такое? И теперь нанесу золотой хайлайтер. На сводче он мне не особо понравился. Посмотрим, как это будет на лице. Не, ну на лице, по-моему, очень даже неплохо. Посмотрите, какое симпатичное сияние. Нанесу также над верхней губой. Ну и пока что, на удивление, все продукты очень хороши. И, разумеется, я такого результата вообще никак не ожидала от календаря, который стоит так дешево. А, блин, забыла протестировать вот эту вот кисточку. Как раз хотела нанести хайлайтер именно ей. Ну что ж, у нас сегодня новогодний макияж, хайлайтер лишним не бывает. Ну и, кстати, эта кисточка для хайлайтера вполне себе подходит. Я приступаю к макияжу глаз и, разумеется, воспользуюсь этой прекрасной палеткой. Ну а насколько она прекрасная, мы сейчас с вами узнаем. Мне было тяжело придумать макияж этой палеткой, чтобы использовать как можно больше цветов, но я постараюсь это сделать. Для начала нанесу вот этот красноватый оттенок. Ну, в плане тушевки прям все очень даже хорошо. И также давайте сейчас нанесу его на все нижнее веко. Не, ну по-моему красота. Теперь возьму кисточку поменьше и этот же оттенок нанесу вот сюда. И теперь вот этим непонятным рыжим оттенком я сделаю тушевку в кожу. Пока что я вообще в полном восторге от теней, да и вообще от всех продуктов. Все как-то слишком круто и неожиданно. Давайте теперь возьму вот этот розовый оттенок. Кстати, розовый тоже очень приятный. Так, как бы тут подступиться-то? Так, розовый вот уже начинает сыпаться. Может, это, конечно, зависит от кисти, потому что кисточке этой я изначально не доверяла. Ну, кстати, я сейчас сделаю растушевочную кисть, и сыпаться он перестал. Реально дело в кисти. Ну и что-то прям сюда еще хочется розового добавить. Что теперь? Теперь я попробую взять вот эти кремовые тени и нанести их поверх вот сюда, где осталось свободное место. Ну, тут снова я даже не знаю, что плохого про них сказать, и я их наносила не в полсилы, но уже видно красивое влажное сияние. С этими тенями у меня прям такой эффект влажного века. Но все же я не могла пройти мимо вот этого красноватого оттенка, который мне безумно понравился на сводче, поэтому я его бахну прям на вот эту вот подложку. Есть у меня, правда, такое небольшое ощущение, что тени как будто между собой перемешались. Ну и как же не подчеркнуть уголок глаза, возьму вот этот оттенок блестящий. Ой, а он уже вот очень сильно посыпался снова. Сдую все лишнее с кисти и нанесу его в уголок глаза. Я не ожидаю от этой палетки чего-то прям сверхъестественного, но если оценивать ее прям как нюдовую палетку, то, по-моему, здесь всего достаточно. И теперь давайте затестим вот этот черный карандаш, попробую нарисовать им небольшую стрелочку. Конечно, рисование стрелок карандашом это еще тот сорт геморроя. Давайте теперь узнаем, как этот карандаш поведет себя в качестве каяла. Не сказать, что это прям на десяточку, но, по-моему, норм. Он, конечно, немного жестковатый, и у меня начали слезиться глаза, но, в принципе, сейчас все прошло. Конечно, на идеальные стрелки это не особо похоже, потому что все же это не подводка, а гребаный карандаш. Тем не менее, карандаш, ну, относительно рабочий. Кстати, когда я переехала в Финляндию, я прям очень разочаровалась в Рождестве. Для меня это всегда было какой-то такой новогодней рождественской сказкой, с огоньками, с ярмарками, когда все выходят гулять на улицах, кататься на коньках. Везде играют рождественские песни, все ходят, все так мило и красиво. Но по факту я поняла, что Рождество это просто самый унылый праздник. Потому что в Финляндии, да и я думаю во многих других странах, Рождество принято отмечать со своей семьей, со своими родителями, бабушками, дедушками. Это такой тихий, спокойный семейный праздник, где все собираются за большим столом и 2 дня жрут. Все магазины в эти дни закрыты, никаких тусовок нет, ничего не работает. И для меня это реально просто самые унылые выходные в году. Потому что наши родные далеко, а все наши друзья на подобных тусовках со своими родителями. И у меня прям вот эта вся рождественская сказка разбилась в дребезги, но зато есть гирлянды дома и адвент-календари. Давайте теперь попробуем вот эту малышку тушь. Я до сих пор не могу, меня это настолько умиляет. И тушь прям на удивление бомбезная. Окей, ладно, продано. Вот так выглядит мой глаз с тушью, и, честно говоря, я не думаю, что еще что-то стоит говорить. И я думаю, самое время перейти к бровям, тем более для бровей у нас тут целых 2 продукта, и палетка, и блестящий гель. Ах да, еще и кисточка. Вот как раз таки возьму эту кисточку, самый темный оттенок из палетки, и попробую что-нибудь нарисовать.
Кисточка прям очень жесткая, я впервые встречаю такую кисть, но на удивление для моих бровей пока что она идеально подходит. Казалось бы, какая-то дешевая, стрёмная кривая кисть, но оно работает. Очень такой красивый, естественный оттенок. И нет, это ни разу не рекламное видео. И, к сожалению, я прям уверена, что подобного адвента нет в России. А если есть, напишите мне об этом в комментариях. Палетка кайф, теперь давайте гель. Но я прям была уверена, что этот гель не рабочий, то есть это какая-то жижа с блестками. Но как гель это тоже неплохой продукт. И зачесать мои брови достаточно сложно, но этот гель справляется. Гель реально рабочий, я в шоке. Наконец-то теперь можно уже приклеить эти прекрасные жемчужинки. Хочу сделать такой эффект а-ля снежинок. И я так понимаю, эти жемчужинки, они уже с клейким слоем. На самом деле это очень удобно. Но если делать какой-то макияж на тусовку, вечеринку, новогоднее мероприятие, лучше все же я советую эти жемчужинки приклеить на клей для ресниц, потому что так они продержатся намного дольше. Начну с самых маленьких жемчужинок, и пока мне не особо понятно, как их приклеивать, потому что их ни восковым карандашом не взять. Короче, не, нафиг, лучше буду использовать сразу клей. Вы только посмотрите на это так мило. И правда, этот календарь просто словил мой сегодняшний вайб. И напоследок у нас осталась целая куча продуктов для губ. Давайте сначала попробую вот этот лип-глосс. Главное его не нюхать. На удивление, этот блеск для губ выглядит очень красиво, и он даже подходит к этому макияжу. В составе у блеска очень красивые золотые блестки, но единственное, что мне не нравится, я ощущаю эффект плампинга, который как бы не был заявлен. То есть, вероятно, у меня сейчас просто от этого блеска как-то колет и жжет губы. Хотя, несмотря на это, выглядит он потрясающе. И я напоминаю, что я вообще ни разу не фанат блесков, но именно он на моих губах выглядит очень классно. Нет, здесь нигде не написано, что это плампер, то есть ненормально, что он колет губы. Ну и следом у меня остались еще две помадки. Давайте сначала начнем с розовой. Ой, а че он такой острый? Из-за жесткости карандаша у меня прям возникают проблемы с прорисовкой контура. Ну, в общем, да, карандаш я не скажу, что я прям особо заценила, хотя цвет очень даже приятный. И теперь нанесу вот эту малюсенькую помадку. Просто такое очарование. Эта помада для губ явно увлажняющая. И, в принципе, логично, что без карандаша она будет вообще не очень смотреться на губах. Но, в принципе, все вместе выглядит ок. А вот этот карандаш мне уже нравится намного больше. Мне кажется, что просто за счет того, что этот карандаш намного ярче, на него не нужно прям сильно надавливать. Ну и давайте затестим помадку. Вся моя надежда на то, что помада будет хоть немного стойкой, потому что все же Новый год, тусовки, и как-то это должно предполагать стойкость. Ну хоть какую-то, хоть чуть-чуть. Но тем не менее, макияж получился охренительный. А как такой макияж вам? Кстати, прошу заметить, как выглядит помада на моих губах, учитывая, что я пила и ела, и, по-моему, очень даже неплохой результат. Все же есть минусы этой косметики, и я думаю, он очень даже вам заметен, потому что на глазах у меня появился розовый тинт. Но, с другой стороны, я прям, честно говоря, рада, что хоть что-то с этой косметикой было не так. Наверное, от этого адвента я ожидала всего, но не ожидала такого разъеба, который случился сегодня. Это очень дешево, охрененное, разнообразное и, главное, логичное наполнение. Продукты очень хорошо ведут себя на лице, и нету практически ничего, чтобы мне не понравилось. Ну и, соответственно, это не какой-то там непонятный Китай и переход, то есть здесь есть какие-то стандарты европейского качества. И я реально в полном шоке от того, с чем я сегодня столкнулась. Этот календарь я бы оценила, да я даже не побоюсь этого слова, пусть будет 10. Напишите в комментариях, какие адвент-календари были у вас, и расскажите о своих фаворитах. В общем, адвент-календарь от Sense это просто пушка, у меня появилось новогоднее настроение, а на моем канале все еще много полезных роликов о макияже, стиле и обзорах косметики.